Почему сложно продвигать криптосайты в 2025 году? Тема действительно интересная, потому что трейдинг это то, в куда сейчас вливается действительно много денег. Почему? Потому что крипта растет, она дорожает, люди пытаются зарабатывать на скачках криптовалют, пытаются зарабатывать, копируя успешные сделки других трейдеров, и, соответственно, интерес к этому возрастает. Уже сейчас, если раньше, когда я гулял по улице, я обычно видел, там люди переписывались там в соцсетях, сейчас я слышу, как люди говорят, где они купили, сколько валюты, сколько придержали, сколько заработали за вчера, за позавчера. И действительно, это становится популярным, люди начинают в это играть, на этом зарабатывать. А те, кто начинает играть серьезно, зарабатывать много денег. По поводу самого трейдинга я не буду рассказывать именно конкретно в этом видео основой. Я скажу в целом про проблемы продвижения подобных проектов. В этом видео я постараюсь осветить действительно те трудности, с которыми мы сталкиваемся при продвижении, как мы их обходим и вообще во что стоит вливаться в 2025 году, потому что банально многие методы успевают устареть до того, как вы с них получите хоть какие-то сливки. Меня зовут Николай Шмачков, это SEO Quick. Поехали! Проблема номер один. Это действительно жесткие ограничения в поиске и в соцсетях. Google снижает видимость криптосайтов, особенно новых и аффилиатных. Получить просто фильтр понижения позиций с выпадением в ноль с последующим частичным восстановлением и снова падение – это норма для любого криптопроекта, которым вы не занимались. Это действительно так. Очень много сайтов, с которыми мы работали, ловили баны, будь то крипта, будь то сайты по похудению, подобные проекты у нас были по weight loss тематикам. Google к этим тематикам относится максимально жестко. Если ему сайт по каким-то причинам не нравится, он понимает, что сайт, скорее всего, скамный, либо он не вызывает у него никакого доверия, а 95% сайтов именно такие, которые, часто не показывают, кто их владелец, не показывают их, как они работают. Это все эти моменты как раз скрыты от глаз пользователей, поэтому Google относится максимально жестко к этим сайтам и постоянно убирает их с выдачи. Они попросту такие ему там не нужны. И вторая проблема, это, конечно же, сама тематика по умолчанию заблокирована в Google Ads. Google Ads под запретом, вы не сможете крутить все, что связано с криптой, хоть как-то на нее отдаленно смотрит и дышит, и даже обучает, как ей торговать. Вся эта тематика в Google Ads закрыта, и прокручивается она в рекламе в Google Ads исключительно черными методами за счет скупки Google Ads аккаунтов, слива трафика, потом этот трафик, собственно, нагоняется уже в какие-то другие там пулы, то есть, например, прилив трафика с Google Ads в те же Телеграмы, в те же Discord группы, и часто потом происходят блокировки этих аккаунтов, люди скупают новые. Мы с этим сталкивались, да, через Google Ads можно скупать трафик, можно сгонять людей, но это нестабильно, и это не приносит, в долгосрочной перспективе каких-либо результатов. Если мы пойдем дальше, то в Google действительно находится огромное количество так называемых аффилиат-сайтов. Я покажу простой пример даже, как они выглядят. К примеру, мы сейчас посмотрим на простейшую ссылочку, да, я решил поискать того, кто создает торговых роботов для Pocket Option. Я решил проверить, собственно, в чем особенность этого сайта, и обнаружил, вот есть вот кнопочка Create Pocket Option Account. Если я на нее нажимаю, я сразу узнаю аффилиатный линк с его ID-шкой, да, то есть вот его компания, я вижу, что четкая аффилиат линка, да, для того, чтобы человек зарегался, и они получали с этого профит. Мало того, что они там и бота продают за какие-то деньги, да, так еще и и на реферальные линки зарабатывают. Людям дают бесплатного торгового робота, он может не работать, он может вообще быть каким угодно. Может реально там работать кое-как, отзывы могли наскамить, как угодно. Это может быть все, что угодно. Я вот прямо говорю, не рекомендую прямо вот этот сайт, который я вижу. У него тут есть отзывы. Может, они настоящие, может, нет. Меня это не волнует. Но вот мы видим у этого сайта есть классическая реферальная линка. Так вот, такие реферальные сайты, их появляется действительно тысячи, их действительно появляется огромное количество, потому что до заработка даже просто на пополнении вот этих брокеров, даже бинарных опционов, да и любой биржи, там идет довольно-таки внушительная комиссия, в зависимости от того, какого типа
Биржа, если это бинарка, то есть где лотерея, да, то люди, как говорится, там, то есть эти биржа дают больше процент. Если это обычная криптобиржа, то там процент комиссии, конечно же, за привлеченных пользователей меньше. Ну, вот яркий пример таких вот сайтов. И именно вот эти сайты и страдают в первую очередь, да, то есть они ловят репутационный фильтр из-за скама. За счет чего, собственно, трейдинг-сайты стараются ловить каким-то образом трафик. Причина очень простая. Семантика у запросов в трейдинге огромна. Люди могут гуглить абсолютно все. Я собирал семантики, которые рассчитаны на так называемые золотые ключи, то есть ключи золотого сечения их еще так называют. Это когда результатов выдачи по этому запросу меньше 2. То есть, условно говоря, вот вы вбиваете запрос, а по нему только максимум 1-2 релевантные страницы, а все остальное нерелевантно, то есть общее. Я вот такие вот запросы собирал. Я насобирал буквально за месяц более 5000 тем, то есть которые были не раскрыты, допустим, на каком-то языке. И это действительно интересно, потому что можно определенные языки закрывать. Тема действительно огромна, и в ней контента просто предостаточно. Более того, этот контент не обязательно находится в текстовом формате. Он может быть еще и в видео формате, и в выдаче видео прекрасно можно ловить тоже трафик. Вы просто вбейте любой запрос в крипте и увидите, как он выглядит. Особенностью является действительно обширная семантика и огромное количество страниц, которые можно создавать абсолютно под все. Я на примере просто CoinMarketCap показываю, какое количество страниц только у него. Просто, обратите внимание, порно-сайты практически могут быть где-то рядом, да, то есть это CoinMarketCap, какое огромное количество трафика. И этот трафик приходит туда не какой-то непонятный, случайный, залетный, туда заходят реальные люди, которые что-то ищут, да, то есть реально трейдеры, то есть тот, кто занимается трейдингом, они заходят на эти сайты регулярно, на них проводят время. И, соответственно, здесь выходит третья проблема, да, которая связана со второй проблемой, это огромная конкуренция с гигантами. Во-первых, такие же сайты, как Binance, да, Bybit, OKX, вот этот CoinMarketCap, TradingView, они действительно собирают весь трафик уже на себя. Они гиганты, они мастодонты среди SEO-трафика в этой нише. И ваша задача анализировать постоянно те темы, которые там каким-то чудом еще не затронуты, не закрыты, и пытаться влезть в нишу там, где их еще нет. И вот это самая сложная работа по поиску этих тем, поиску слабинок, где их еще попросту даже их не появилось. Мы таким образом искали очень много моментов, где можно найти такие темы. Да, их искать действительно сложно. У нас есть совсем есть молодой сайт, про второй секрет, с которым мы работаем, я тоже расскажу, который мы продвигаем. И у этого молодого сайта мы действительно эту тему взяли в основу. И взяли вот подобные запросы, по которым люди ищут конкретный запрос. Это нижняя воронка, так называемый bottom funnel. То есть это ищут уже люди, которые занимаются трейдингом в определенной платформе. Условно говоря, занимаются торговлей криптовалютами, либо игрой на этой криптовалюте в частности, да. И вот мы просто взяли запрос по нашему проекту, на котором у нас непосредственно рефералка. И, конечно же, вот написали статью. И вот, пожалуйста, она находится вот буквально сразу же под официальным сайтом, да, находится вот наша статейка. То есть, да, она не первое место, но она прекрасно себе рядышком находится возле официального сайта. И это яркий пример поиска этих тем, их можно найти. Причем самое интересное, что у них нет такой темы четкой как таковой, да, то есть вот есть сложные темы, да, вот мы взяли просто конкретно этот запрос. И именно под конкретный запрос мы себе прекрасно втиснулись, и я уверен, что поднимется выше. Для того, чтобы зацепить семантику, люди действительно создают под каждый ключ отдельные страницы, либо стараются на отдельной странице максимально разместить нужные ключевые запросы. Яркий пример мы посмотрим сейчас на сайт readerates.com на страничке Solana. Я его нашел непосредственно по запросу Solana Price Prediction. Вот я его сейчас вам открою отдельно. И давайте посмотрим на его метаданные. Обратите внимание, как прописываются четко метаданные, четко под ключ. Даже название компании не пишут, оно не надо вообще. То есть вот все ключи запихнуты в description. Сайт находится в первой тройке, на минуточку. Идеально прописаны тайтлы, то есть, как говорится, да. То есть, точнее, description идеально написан, да, тайтлы можно, конечно, было бы там чуть-чуть побаловаться со скобками, потому что он выглядит так вот немножко, сами видите как. Canonical сам на себя, все отлично, английский на себя, здесь вообще никаких проблем нет. Но давайте посмотрим на текст и посмотрим на заголовки на этой странице. И вот вы видите, как оно все сделано, вы видите, что все ключи разбросаны четко.
То есть, более того, в тексте находятся все нужные ключи. То есть, вот можно посмотреть, да, вот даже просто плотность ключевых слов, да, вот как она идет вот по запросу. То есть, ну, достаточно вы видите, что плотно расположены ключевые слова в контенте, ничего лишнего. Контент написан и ведется еще и в формате такого журнала, то есть на будущее, да, то есть огромное количество контента, за которое поисковику зацепиться просто. Почему? Потому что поисковик читает контент, его интересует текстовый контент, и он на него смотрит. Кстати, если вас интересует вот этот тул, он абсолютно бесплатный, вы можете им воспользоваться на нашем сайте, он позволяет проверять много вещей, включая и там контент с генережка, да, вот генерированный контент вообще полностью, все это генережка с подстановкой параметров. Вот, позволяет посмотреть много других данных, абсолютно бесплатный, вот мы к нему будем часто возвращаться. То есть, как мы видим, создание таких сайтов, оно направлено на создание огромного количества страниц, с огромным количеством SEO-шного контента, и, конечно же, Google с этим всем борется, и борется с генережкой, вы видели примеры падения трафика, блокируются соцсети, да, в соцсетях блокируется полностью контент, например, если вы будете вести в LinkedIn подобный контент с криптой, очень высокая вероятность, что его будут регулярно банить, каждый третий пост может быть удален. В Фейсбуке с этим не так страшно, но тоже можно получить блокировку на фейсбучных страницах в частности. Инстаграм как-то более-менее пропускает, но есть риск действительно блокировки вообще всего канала. Вот с этому нужно быть готовым. Ну и из таких проблем, которые бросаются, TikTok на сегодняшний день действительно является перспективной платформой, но с одним нюансом. Платную рекламу в нем запустить можно, но есть риск, что ее заблочат. Я запускал на просто ролики развлекательного характера, они проходили. Стоило добавить что-то связанное с криптой, пожалуйста, блокировались компании, и потом после 3 блокировок обычно разных вариантов роликов, да, вы могли получить блокировку. На сайт нормальную рекламу можно лить только на какой-то вообще с криптой не связанный, то есть вообще какой-то сайт, на котором можно посмотреть там курсы валют или что-то подобное, вот можно туда лить. А оттуда вы уже переливать на ваш основной проект. То есть действительно такая сложная система вылова воронок, она тут работает. И потому что напрямую вы трафик залить не сможете. Что же делать, скажете вы? Ну, на самом деле, вот целью, вот действительно правильно я выбран, изначально озвучил, да, это сбор аудитории. Вы должны собирать аудиторию, которая заинтересована в подобной нише, и показывать им ваш проект при помощи других способов рекламы. Давайте немножко так вот об этом поговорим, но закончим сейчас про проблемы, а про эти нюансы, общую стратегию расскажу ближе к концу ролика, чтобы вы не выключали меня и досмотрели до конца. Мы поговорили про ограничения по платным каналам и, конечно же, то, что ИИ-контент полностью фильтруется. То есть, если контент написан генережкой, и вы планируете работать не с верхней воронкой людей, которые вообще ничего не разбираются, а те, которые более-менее уже обожглись, либо торгуют, либо умело торгуют, ищут что-то новое, есть очень высокая вероятность, что полностью сгенерированный ИИшкой ваш контент не принесет никакого вам доверия. А Google, если еще и заподозрит, что люди, как говорится, уходят с ваших страниц, выкинет вас из индекса, и весь ваш контент вылетит оттуда. Поэтому очень важно первое время, если вы действительно собираетесь вести какую-то информационную часть на сайте, привлечь трейдеров, которые будут с вами работать. Мы знаем, что на обычной генережке подобные сайты не выживут, поэтому идеально привлекать трейдеров, опытных, которые разбираются в тематике, и они смогут все это проверить. Мы именно таким образом и работаем, потому что изначально выбранная эта стратегия была за счет простой генережки без проверки, не работает. Мы обожглись и сами знаем, что это не рабочий метод. Но если привлекать непосредственно людей, которые разбираются, заинтересованы, понимают процесс от момента, как говорится, заинтересованности клиента до момента, когда он начинает уже пользоваться вашим сервисом, и если это понимает весь процесс, который создает контент, вот эту в этой сфере варится и разбирается, то у вас с этим проблем не будет, потому что вы сможете создать, пусть даже простенький, какой-то маломальский, но удобный продукт, потому что яркий пример, вот мы создавали несколько сервисов для криптосайтов, это были калькуляторы позиций, и нам их помогали создавать непосредственно трейдеры, которые говорят, вот я считаю так, вот по этой формуле, по этой Excel я считаю, вот мы брали эту Excel, адаптировали ее на сайты, создавали подобные инструменты.
Сейчас мы создали сайту полностью классный инструмент, который показывает предсказания валют на ближайшее время и показывает историю, что было с этой валютой просто в веб-инструменте. Спросите, зачем она нужна? А там будет функционал, вы можете себе поставить пометку, чтобы она вам прислала уведомление, когда с курсом валюты что-то произойдет, потому что он обновляет курс у нас регулярно. И вы получите алерт, да, там, ну, push-уведомление в браузере или на почту придет письмо, что вот оно дошло до этого курса на данный момент. Если вы следите за какими-то редкими уникальными монетами, то у нас этот функционал вот с нашим проектом, в котором мы работаем, мы ему это внедряем. То есть именно цель строится на этой фиче. Она нужна, видимо, нужна трейдерам довольно часто, и поэтому мы эту фичу делаем абсолютно бесплатной на нашем сервисе, с которым мы работаем. Другие фичи, каждый придумает что-то свое. Абсолютно нет универсального рецепта. Вот делайте так, получите. Нужно искать, где на рынке пусто, что на рынке нужно, чего не хватает, и создавать подобный инструмент для того, чтобы люди знали, что этот инструмент есть у вас. Далеко не буду ходить. К примеру, вы ищете сервис по хранению заметок. Вот вам нужно где-то хранить заметки, где вы что-то пишете. Вы можете сейчас в уме перечислить кучу сервисов, да, вот, которые вы знаете. Там и Google Keep вы знаете, Notion знаете, Evernote знаете. Кто-то назовет OneNote и фу-фу-фу, я раньше пользовался, никогда в жизни не вернусь. Есть вот множество сервисов, но вы все равно знаете эти небольшое количество сервисов, есть их гораздо больше. Но вы знаете вот эту вот небольшую пачку. Вот эта небольшая пачка в свое время, когда появлялась, она делала просто уникальный, качественный и удобный продукт. На момент старта она делала именно это. Поэтому при работе с криптосайтами нужно выбрать его направление и какой продукт будет уникальным, хорошим и удобным. То есть он должен быть лучше, чем то, что есть на рынке, проще, чем на рынке, понятнее и доступнее. И вот нужно создавать такой продукт и вокруг него строить сейчас направление. Потому что, как я перечислил, крупные ниши вам будут просто наступать на пятки. И, соответственно, на AI-контенте обычно вы такой сайт не вывезете. Нужно создавать продукт, сервис. Все это вот мы это знаем, прошли и можем предложить сейчас клиентам, которые хотят выйти на подобный рынок. И, соответственно, 7-я проблема, которую я бы назвал, это, конечно же, проблема доверия и юзабилити. Смотрите, вы когда создаете сайт, вы можете упустить те вещи, на которые вот просто никогда не обратите внимания. Там банально отдельные элементы в дизайне, отдельные элементы в страницах будут нарисованы не так, непривычно, непонятно. То есть просто будет что-то написано непрофессионально, это уже будет давить на клиента. Он будет видеть непрофессионализм дизайна, непрофессионализм контента. И вообще не будет понимать, почему он должен на этом сайте доверять даже свои личные данные. Я молчу, там просто начинать уже доверять деньги, да. Вот эти моменты в трейдинг-проектах, они действительно важны. И если вы смотрите там в анализе конкурентов какие-то сайты, которые выглядят максимально ужасно, и там говорят, ну у них же такой плохой сайт, ну посмотрите, какой ужасный сайт. Вот пример сейчас, я просто нашел сайт по запросу Stock Options Calculator. Я захожу на него, он выглядит просто ужасно, и пока я на нем сижу, он успевает трижды сломаться и вообще даже не работает в браузере. Ему явно очень плохо, и он попросту не может загрузиться. Вот такой вот шикарный сайт, вот просто, да, исправь проблему, отличный сайт. Что-то ему не нравится, хотя ничего из этого у меня нет, и буду долго искать нужную утилиту. Обратите внимание, таких сайтов полно, и вы скажете, да, я могу создать подобный мусорный сайт и прекрасно себе собирать трафик. Нет. Соответственно, дизайн должен быть качественным. Наличие достаточного контента на ресурсе. То есть, если это всего лишь пару страничек, с этим могут быть проблемы. Нужно продумать заранее всю структуру сайта перед его созданием. То есть, нужно продумать, какой у вас контент будет в блоге, какое количество страниц будет на ресурсе, насколько он будет крутым, что в нем будет, регистрация, вход, либо там какие-то другие плюшки, какие-то соцсети, которые к нему прикручены. Все это нужно заранее продумать, прежде чем вообще его спускать на воду. Дизайн, конечно же, каждого элемента тоже должен быть отработан. Поэтому здесь работа, по моим прикидкам, занимает около полугода по первичной раскачке вообще и выхода продукта на рынок. И здесь, я вам так скажу, если вы планируете развивать подобные проекты, нужно работать действительно с компанией, которая уже имеет опыт в
при выводе подобных проектов на рынок. И здесь я могу сказать, что если вас интересует подобная услуга, вы планируете создавать подобный продукт, у вас есть идея, как его оформить и как на этом заработать, например, написать каких-то торговых роботов или тому подобные вещи. И я могу так сказать, что здесь нужно продумать всю фабрику контента, которая вам будет помогать. Потому что просто сделать сайтик и ничего не делать, это, считайте, выкинуть деньги на ветер. Потому что 8-я проблема при создании подобных сайтов, сайтов много, а доверие то есть выработать доверие могут реально единицы. То есть реально небольшой процент создает YouTube-каналы, TikTok-каналы, Instagram-аккаунты, Discord-группы, Telegram-каналы, которые ведет. Мало кто вообще создает. Вот эти 5 вещей, их практически не встретить. Могут максимум создать сайт, который поживет какое-то время и умирает. Активные соцсети с реальными специалистами, которые ведут эти соцсети, это, как говорится, 8-я проблема при создании подобных проектов. И, конечно же, 9-я проблема, сколько это все стоит. Среднее продвижение подобных проектов, ценник начинается от 10-8 тысяч долларов на, условно говоря, в месяц. То есть, условно говоря, за полгода, да, нужно около минимум 50 тысяч долларов для того, чтобы такие проекты просто запустить. Это только мы говорим без создания самого продукта, который вы будете делать. Это говорим исключительно маркетинг. Объективно вы можете сесть, посчитать, сказать: Николай, вы не согласны, это все можно сделать дешевле. Вы просто сядьте и посчитайте, вы поймете, что это примерно такие цены. Если у вас что-то получится дешевле, помните, что есть еще такой нюанс, как в том известном анекдоте про молоток и двигатель. Для тех, кто не помнит, анекдот очень простой. Сломался корабельный двигатель, вызывает специалиста, специалист прилетает на вертолете, походил, покрутился, попросил молоток, как говорится, постучал молотком, двигатель заработал. Они сказали: о, классно, классно, спасибо огромное. Он им счет выставляет, 10 тысяч долларов, да? Спрашивают: за что 10 тысяч долларов? Типа, распишите, пожалуйста. Вы всего лишь молотком постучали. Ну, он и пишет: 2 доллара постучать молотком, 9998 знать, где стучать. Опыт, если вы не работали с командой, которые хотя бы хоть раз в жизни сталкивались с банами, с модерациями, с созданием даже банальных соцсетей, созданием видеоконтента, как это его правильно делать, как его выливать в этой нише, не изучали нишу, вы можете столкнуться с проблемами. Мы сами столкнулись, параллельно работая с командами, которые к нам подключались в коллектив. И да, непонимание ниши приводило действительно к катастрофическим последствиям. И да, мы теперь это делаем абсолютно сами. И наша ниша SEO Quick делает сейчас такой дикий крен в сторону как раз создания подобных проектов. Поэтому если вы планируете создавать подобные проекты, потому что ниша набирает обороты, SEO-шка классическая начинает немножко прогибаться под AI Overview, вы, наверное, это заметили. И если вас интересует создание подобных, продвижение подобных проектов, а это могут быть все что угодно, вот я сейчас вам в список здесь выведу, какие виды сайтов бывают, вы можете, если найдете свою нишу, даже будь то обменник, будь то сайт, который будет зарабатывать на рефералках или продавать там банально какие-то стратегии, учить, заниматься коучингом, как торговать, если все это вот вы хотите делать, пожалуйста, обращайтесь, мы поможем продвинуть ваш продукт. На этом все. Спасибо за внимание. Я буду продолжать этот плейлист, рассказывая более детальные какие-то кейсы, вот, углубляться в какую-то тему. Но именно идея про то, что такие проекты нужно правильно продвигать и не ошибаться, я основную мысль в этом ролике и хотел заложить. Всем спасибо. Пока-пока.